Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем обзоре разберем компанию Activision Blizzard, поговорим о деятельности данной компании, сравним с конкурентами, рассмотрим динамику роста финансовых показателей, ознакомимся с прогнозами аналитиков, оценим перспективы и подведем итоги. Друзья, кто не подписался еще на мой канал, прошу подписаться, это поддержит развитие моего канала. А также поставить лайк этому видео и написать комментарий, какой обзор компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А теперь давайте перейдем непосредственно к обзору компании. Компания берет свое начало с 1979 года. Тогда была создана компания Activision. Это американская компания по изданию и разработке компьютерных видеоигр. Эта компания стала первым независимым разработчиком игр для игровых приставок и персональных компьютеров. Компания Blizzard Entertainment – это американский разработчик и издатель компьютерных игр. Компания была основана в 1991 году тремя выпускниками Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Первоначально компания была нацелена на разработку портированных версий игр для других студий. После она начала создавать свое собственное программное обеспечение и в 1993 году начала с разработки таких игр как Rock'n'Roll Racing и The Last Vikings. После выпуска Warcraft в 1995 году студия Blizzard Entertainment стала одной из самых успешных во всем мире. Затем последовало создание новых компьютерных игр, в том числе сиквела Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch, а также многопользовательские ролевые онлайн-игры World of Warcraft. 9 июля 2008 года Activision официально объединилась с Vivendi Games, который принадлежал Blizzard. 25 июля 2013 года Activision Blizzard объявила о покупке 429 миллионов акций у Vivendi, в результате чего она стала независимой компанией. Основываясь на организационной структуре, компания ведет свой бизнес через три отчетных сегмента, каждый из которых является ведущим мировым разработчиком и издателем интерактивного развлекательного контента и услуг. Это Activision, Blizzard и King Digital. Основным продуктом Activision является Call of Duty, игра от первого лица. Activision также включает мероприятие Call of Duty Liga. Это глобальная профессиональная лига киберспорта с городскими командами. Второй сегмент – это франшиза продукта компании Blizzard, который включает Warcraft, Diablo и Overwatch. Blizzard также участвует в мероприятиях Overwatch Liga, глобальной профессиональной лиги киберспорта с городскими командами. И третий сегмент – это King Digital Entertainment, поставляет контент в основном через бесплатные предложения и в основном получает доход от внутриигровых продаж и внутриигровой рекламы на мобильной платформе. Ключевым продуктом King является Candy Crush. С описанием компании все понятно, компания работает в индустрии компьютерных игр и не является защитной отраслью. Теперь давайте перейдем к рассмотрению финансовой отчетности. Если сравнивать компанию Activision Blizzard с конкурентами, то можно выделить двух основных игроков. Это компания Electronic Arts и Take-Two. На компанию Take-Two уже был обзор на моем канале. Можете посмотреть его, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Все активы, включая Activision Blizzard, американские, и они доступны для покупки российским инвесторам и трейдерам. Наибольшую капитализацию имеет компания Activision Blizzard в размере 69 миллиардов долларов. По стоимостному показателю P/E, который означает срок окупаемости акций компании ее прибылью, он равен 31. Это наименьшее значение по конкурентам. Значение высокое. В своих обзорах я даю предпочтение компаниям ниже 20. Но стоит принять внимание не факт одной цифры по компании, а в целом оценивать индустрию. Форвардное значение P/E равно 20, то есть ожидается увеличение прибыли примерно в 50%, без изменения стоимости акций в течение 12 месяцев, но это лишь прогнозный параметр. Касаемо параметра PEG, оценки стоимости акций компании на основе ее будущих финансовых потоков, в настоящее время она переоценена, ее показатель больше единицы. По мультипликатору P/S это покрываемость капитализации выручкой, он равен 8,5, то есть за 8,5 лет капитализация компании окупится выручкой. Это наибольший показатель среди конкурентов. По показателю P/B отношение цены акций к ее балансовой стоимости он равен 4,5. Это высокое значение. У конкурентов данный параметр также выше допустимого значения. По показателю цены к свободному денежному потоку он равен 32. Это наибольшее значение. Чем меньше данное значение, тем больше у компании остается денежных средств для обратного выкупа акций, выплату дивидендов, развития и так далее. По дивидендам компания их выплачивает. Средний прирост дивидендов за последние 3 года составили 11%.
Если компания будет придерживаться таких же темпов увеличения дивидендов, то ей потребуется 14 лет для того, чтобы эта доходность составляла более 2%. По рентабельности активов, собственного капитала и инвестиций вопросов не возникает. Они находятся на высоких значениях. У компании присутствует долговая нагрузка, и она составляет 24% к собственному капиталу. Теперь давайте перейдем к сравнению компании с индексом S&P 500. Если бы мы вложили в акции компании Activision Blizzard в 2010 году и продержали бы ее до настоящего времени, то возврат на капитал был бы равен 780%, в то время как индекс вырос на 356%, то есть компания выросла быстрее индекса в 2 раза. По параметру P на E она, конечно, перекуплена, но не сильно больше индекса. Значение индекса равно 28,9, у компании 32. По показателям P на B, P на S и Price to Free Cash Flow они также выше индекса. В целом, ее конкуренты имеют схожие значения мультипликаторов, это означает, что такова особенность индустрии. Теперь давайте посмотрим на динамическое изменение мультипликаторов. По показателю P на E динамика за последние 10 лет имеет восходящий тренд. Среднее значение за 10 лет равно 29,5. В настоящий момент PE равен 32, что не намного больше среднего значения, примерно на 8%. По параметру P на B динамика также восходящая. Среднее значение за 10 лет равно 2,9. По мультипликатору P на S исторически за последние 10 лет он растет. В настоящее время этот показатель выше среднего значения на 72%. По параметру цены к свободному денежному потоку исторически он снижается. Теперь давайте перейдем к оценке динамики роста финансовых показателей. Выручка у компании растет. За последние 3 года ежегодный рост составил 4,8%. Чистая прибыль растет. Ежегодный прирост в среднем за последние 3 года составили 26%. Свободный денежный поток растет. Средний рост за 3 года составил 0,6%. Прибыль на акцию растет. Средний рост за 3 года составил 24%. Компания выпускает новые акции. За 3 года в общей сложности она выпустила 12 миллионов новых акций. Чистая маржинальность у компании растет. Ежегодный прирост за последние 3 года составил 91%. Рентабельность активов, собственного капитала и инвестиций также растут. Рентабельность собственного капитала за последние 3 года в среднем выросли на 76%. Активов у компании больше, чем обязательств, на 15 037 миллионов долларов. Акционерный капитал динамически растет. За последние 3 года средний рост составил 16,7%. Долговая нагрузка у компании снижается. За последние 3 года ежегодно снижалась на 19%. Давайте теперь посмотрим на отчет компании за первый квартал 2021 года, который вышел 4 мая. За первый квартал компания отчиталась лучше ожиданий и продемонстрировала рекордные результаты. Выручка увеличилась на 27% до 2,28 миллиардов долларов, а операционная прибыль выросла на 30% до 795 миллионов долларов по сравнению с первым кварталом 2020 года. Разводненная прибыль на акцию увеличилась на 22% до 0,79 долларов по сравнению с 0,65 долларов в первом квартале. Денежные потоки от операционной деятельности составили 844 миллиона долларов, увеличившись на 47% по сравнению с первым кварталом. Теперь давайте ознакомимся с программой обратного выкупа акций, дивидендной доходности и планами по капитальным вложениям. 27 января 2021 года Совет директоров санкционировал программу обратного выкупа акций, в рамках которой она имеет право выкупить до 4 миллиардов долларов в течение 2-летнего периода. За первый квартал 2021 года компания не выкупала свои акции. Компания выплачивает дивиденды один раз в год. Размер дивидендов составляет 0,47 долларов за акцию. Ежегодный прирост дивидендов за последние 5 лет составили 12%. На выплату дивидендов компания направляет 12% от чистой прибыли. По капитальным расходам компания в течение 2021 года планирует инвестировать 100 миллионов долларов, в основном на компьютерное и сетевое оборудование, а также на улучшение арендованного имущества. За первый квартал капитальные расходы составили 22 миллиона долларов. Давайте теперь взглянем на прогнозы компании. По прогнозам компании выручка по итогам работы за 2021 год составит 8,6 миллиардов долларов, что на 7,5% выше результатов 2020 года. Выручка в 2022 году увеличится на 10% до 9,5 миллиардов долларов прогнозным значением 2021 года. Выручка в 2023 году увеличится на 12,3% до 10,6 миллиардов долларов по отношению к прогнозному значению 2022 года. Прибыль на акцию в 2021 году увеличится на 13,4%
по отношению к 2020 году. В 2022 году и 2023 году также ожидается увеличение прибыли на акцию примерно на 20-25%. То есть компания планирует планомерно увеличивать выручку в среднем на 8% последующие 3 года, а прибыль примерно на 15%. Давайте теперь ознакомимся с прогнозами аналитиков. 13 аналитиков сделали свои прогнозы в отношении компании Activision Blizzard. 11 аналитиков высказались за покупку, 2 за удержание и 0 за продажу. Наименьшая оценка составляет $104, наибольшая $125. Средняя цена $115, что выше текущей цены на 30%. С учетом перспектив компании я скорее соглашусь с мнениями аналитиков к росту цены, считая, что компания имеет потенциал к увеличению котировок. По компании также был вход инсайдера, входил главный бухгалтер Янг Джесс. Входы были в 2020 году, в мае и в августе месяце. Инсайдер входил на общую сумму $143 миллиона. Последний вход был 14 августа 2020 года. Покупка была 1000 акций по средней цене $80 за акцию. Теперь давайте посмотрим на график и текущее состояние акций. С момента публикации последнего квартального отчета от 4 мая акции выросли в моменте с 88 до $93 за акцию на фоне позитивного отчета и рекордных показателей по прибыли и выручке в квартальном исчислении. С начала 2021 года наблюдается нисходящее движение котировки. Цена акций достигла своих исторических максимумов и с тех пор несколько остывает. Компания приближается к первому уровню поддержки в районе $84. На графике я обозначил сделки инсайдера компании, которые были зафиксированы в 2020 году. Считаю, что сейчас компания находится в интересных ценах, в некоторой недооценке, с перспективами и возможностью роста к $100 в течение этого года. Компания мне нравится, понятный бизнес, растущие денежные потоки, вход инсайдера, положительный прогноз от аналитиков и самой компании на будущий период. Данную компанию я приобрел в свой портфель по текущим отметкам. Мнение, конечно же, субъективное. Теперь давайте подведем итоги всего вышесказанного. Касательно оценки базовых мультипликаторов, компания несколько дорогая, но стоит учитывать специфику индустрии. Она платит дивиденды, имеет ростовой потенциал, исторически растет быстрее индекса. Прогноз на будущий период позитивный. Рост прибыли будет составлять порядка 15% на 2021 и 2022 года. Аналитики склоняются к покупке данной акции и прогнозируют рост на 30% по текущих уровнях в ближайший год. Компания планирует обратный выкуп, что спровоцирует рост котировок. Также есть покупки инсайдера в районе $80. По фундаментальной устойчивости компания стабильная. Исходя из всего вышесказанного, я поставлю компании 4,5 звезды. Компания выглядит более привлекательно, чем ее конкурент Take-Two. В следующих роликах я разберу компанию Electronic Arts. Друзья, на этом я буду заканчивать данный ролик. Если вам понравился данный обзор, поставьте лайк и напишите комментарий. А также не забудьте подписаться на мой канал. Всего доброго, друзья, и удачи в инвестициях. До скорых встреч!